Тачи 4619. Как вы думаете, можно ли также передать впечатления и эмоции в цифровой живописи, когда рисуешь в программе? Думаю, да. Почему же нет? Не имеет значения материал или то, на чем вы пишете или делаете. Но какая разница, если вы, например, яичницу умеете готовить, но нет у вас, свет выключили, не работает электроплита. Ну, разожгете вы костерок и приготовите яичницу, и будет, может, даже вкуснее. Вы знаете, куда идти и какими средствами: на велосипеде, бегом, на машине. Но есть направление. В мозгах есть картина, что нужно делать. Поэтому никакого значения не имеет, на чем и чем. Алина 8257. А как узнать, дар ли? Кажется, что все умеют рисовать, и только немногие морочатся, что может и должно лучше еще. Гордыня, что ли? Как узнать, дар это или нет? Ну, хорошо, допустим, вы 100-метровку, например, в школе бегали быстрее всех. Ну, очевидно, что можно пойти в секцию, в профессиональную, да, ну, в такую, в серьезную. Там пробежать под присмотром тренера. То есть тренер увидит, вы сами почувствуете, ваше это или нет, нравится вам это или нет. По крайней мере, вы на уровне или выше уровня всех, кто умеет бегать или рисовать. Вы это чувствуете. Встречаешь человека, ну, который с тобой на одной волне, сразу понятно, вот это горит у тебя внутри все. То шкварчала ваша папыроска. Помните, как Проня Прокоповна говорила? Он признавался ей в любви за 2 зайцами, по-моему, да? Борисов играл там главную роль, помните? Он так влюблен, аж мерси, аж прям шкварчит все. Но знаешь ты, если влюблен, что-то внутри, вопросы исчезают. Так и здесь, дар это или нет, это дорога покажет. Надо идти, надо пробовать. И если уж прям совсем противно, то значит не дар. А если начинает получаться, и вы чувствуете, что прет, поперло, значит, это оно. Тут главное не ошибиться в том, что могут близкие, например, льстить. Говорят, ой, вообще, ну, просто знакомые, дары, все тут. Но вот вы внутри должны себя спрашивать, легко ли вам заниматься и идти к высшим результатам? Чувствуете ли вы, что вы достигнете, несмотря ни на что, готовы приложить максимум усилий и, ну, уметь ждать? Самый простой ответ, наверное, такой. Если вы чувствуете, занимаясь вот любимым делом, занимаясь делом, о котором сомневаетесь, что вы окрыляетесь, ну, у вас становится больше, вы как бы шире расширяетесь, вам очень хорошо. Даже несмотря на неудачи, то это вот оно, значит, этим следует заниматься. А если вы чувствуете, что вы, ну, в упадке, в усталости, в сомнениях, и прям все это, то, может быть, надо посмотреть то, что вас окрыляет. Вот простая вещь. Поэтому это был пример про любовь. То есть исчезают вопросы. Ты просто паришь, ты летишь, не касаясь земли, на свидание. Ну, вы знаете. Если у меня будут попадаться всякие юзеры, я давайте не буду читать эти имена, просто буду вопрос читать. Кто-то когда-то предлагал так делать. Дорогой Слава, подскажите, пожалуйста, в конце ролика вы писали картину. А где находится это место? Меня заинтересовало 4-этажное здание прямо на берегу моря. Как там живут люди во время шторма? Ведь волны бьются прямо в стены и окна. Это Сен-Тропе. Я в конце ролика покажу еще там одну работу писал. Да, действительно, люди живут. Но вы можете посмотреть по карте. Это довольно-таки такая обширная, такой врез такой в сушу, море. Обширная бухта. Она
по-моему, прям естественным образом такая существует. Ну, я подозреваю, что туда волны не доходят большие, потому что море там чуть-чуть подальше, ну, бухта естественная. Поэтому, я думаю, людям живется там хорошо. Лена Мацкив обратила внимание, что закаты писать довольно сложно. Это правда. Часто видишь такой пожар на картинах современных художников, это да. А вот у Мане закаты такие красивые, румяные, я бы сказал, тлеющие, и зелень на них такая богатая. Именно так я вижу у нас в Калифорнии часто. Но написать так довольно сложно, потому что это очень небольшой промежуток времени. Ну да, 10 минут и уже темно. Это какую же надо иметь скорость, чтобы успеть запечатлеть такое состояние. По-моему, Левитан ходил, не было, видимо, тогда еще фонариков, лучинка только и спичка с цигаркой. И он ходил, значит, зарисовывал карандашиком, ну, по пятнам, да, композицию, и писал там темно-синий, светло-желтый, зеленый, переход туда, просто буквами, словами. Ну, Лена, сейчас есть фонарики налобные, мы же с тобой писали. Значит, смотри, берешь маленькие форматы, мы с Леной на «ты», она делала, организовывала, блестяще организовывала семинары в Калифорнии несколько раз, спасибо тебе огромное. Надеюсь, что скоро все закончится, но я имею в виду вот это санкции, пандемия, но сейчас тоже можно прилетать в Америку. Ну так вот, маленькие форматы, вот ключ к успеху, потому что маленький огород тяпкой окучить очень быстро можно. Что там 15 на 10, тяп-тяп и готово. А большой, конечно, не успеешь за 15 минут. Поэтому на малом формате, более того, значит, несколько малых форматов пишешь сразу, там 10 минут, как ты говоришь, раз, уже так пригасло, да, придушилось состояние. Во-первых, на малом ты и мастихином очень хорошо, потому что чистые цвета, смотришь на растяжки в небеса. Так, состояние поймал. То есть главное написать отношения, вот цветовые, решения. Можно сфоткать и потом по фотке детали увидеть, а решение-то у тебя есть цветовое, конечно, этот фотоаппарат не передаст. Погасло состояние, ты берешь следующий, хоп, опять, ну небольшой, 10 на 15 достаточно, 15 на 20. Раз, оно еще погасло, фонари зажглись, третий. Так можно вот по 10-15 минут написать в течение заката, ну, 8 работ, например, мы делали там, с Бату писали. Несколько раз, да, это правда. А потом, используя эти этюды и фото, как детали, можно писать любого размера работу. И поначалу вот этот пожар лучше не делать. Это все-таки даже пожарная команда, ну, даже если пожар такой вот, да, на небесах, это же все равно вечернее состояние. Если сравнить его со светлым днем, с полднем, например, то этот пожар будет, ну, в тоне гораздо глубже, чем свет небесный, ну, вот днем. Поэтому нужно делать сознательно глубже. Поэтому-то у Мане и у художников, которые сдержанно писали, ребята, сдержанно, передавая тон. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки и задавайте вопросы, просто комментируйте. Это помогает нашему каналу. После этого ролика я предлагаю посмотреть еще одно кино под названием «744. Как художника научиться видеть». Удачи!